7-й. Мне кажется, самое примечательное в этом месте – это вид. Вид на Киев. Можно посмотреть и на Соломенский район, и на Шевченковский. Я сюда прихожу или рано утром, до 9:30, потому что здесь просто хорошо. Или вечером после 7:30. Это мое эфирное время, но мне кажется, небо в этот момент просто потрясающе. Кто-то, возможно, скажет, что как бы хорошо было просыпаться с таким видом, а я скажу лучше, как прекрасно работать с таким видом. Я человек, это первое, что мне приходит сейчас в голову, который наслаждается жизнью. Вот сейчас я поймала себя на такой волне. Возможно, через месяц ты меня спросишь, кто я, как я себя позиционирую. Да, конечно же, я дочь, я друг, я сестра. Но вот для меня вот этот гедонизм имеет очень большое значение в жизни. Я бы хотела только лишь это приобретать, увеличивать в своей жизни, находить себя. Я точно понимаю, что я еще себя не нашла. Я буду продолжать себя искать на протяжении всей жизни. Не знаю, может быть, в 30 лет я пойму, что ну вот где-то я близка, наверное, к этому. Но я точно очень смело могу сказать, что мне нравится искать себя. Мне нравится каждый день делать шаги навстречу к себе и задавать вопрос. Поддавать свою мысль какому-то, не знаю, критическому мышлению. А я сейчас иду навстречу к себе или на шаг от себя. Это, кстати, мне когда-то сказал мой очень хороший учитель в жизни. Он сказал: Халисе, если вот у тебя есть в жизни вопрос в голове, и ты не знаешь, как это решить, один вопрос. Скажи, это навстречу ко мне или на шаг от себя? И честно, отпадает все ненужное. Так, окей, это на шаг от меня. Я могу попробовать дальше, я могу сделать другие шаги. И эти шаги будут видоизменяться и отличаться от предыдущих к тому, чтобы я пришла. Поэтому мне нравится идти вперед, и очень нравится продолжать. А где-то остановиться и сказать: ну все, так дальше нельзя. То есть я не хочу так дальше продолжать. Я хочу по-другому. А как по-другому? Находить ответ на это, исследовать. Я точно понимаю, что наша жизнь про выбор. Каждое утро просыпаясь, я не знаю, но люди смеются, например, и говорят: ты всегда просыпаешься с улыбкой, почему так? Я говорю: да я радуюсь, это не философское что-то, вот, я просыпаюсь. Да, я благодарю Всевышнего за то, что я проснулась, но я ведь могла и не проснуться, я ведь могу выйти из дома и больше не вернуться. Я благодарна родителям за то, что они дали мне свободу выбора. И никогда ничего не заставляли делать. И, наверное, поэтому я взращиваюсь такой осознанной, свободной, легкой по жизни. Отец всегда говорил, что нужно идти за своей мечтой. И вот тогда, когда я переезжала в Киев, он говорил, что отступать от своей мечты нельзя. Я сейчас на стыке того, куда я хочу идти дальше. И вправду, потому что за плечами есть бэкграунд большой работы на телевидении. В столь юном возрасте, когда я была не готова к руководящей должности, мне доверились, и я очень благодарна Имене за то, что она поверила. Поверить в людей, это не знаю, это нужно иметь очень большую силу. Работа на телевидении дала мне очень многое. Вот
эта сила, которая есть, она во мне благодаря коммуникации с людьми, благодаря тому, что я научилась коммуницировать, выстраивать что-то. Но я не могу тебе сказать, хочу ли я дальше продолжать или нет. Точно знаю, что мне интересно много процессов, мне интересен и стратегический маркетинг, мне интересен и пиар. И вот мне хочется добавить на свою профессию в медиа что-то еще, чтобы прийти к чему-то большему. Как бы это только лишь мои планы, и на самом деле я позволила себе какое-то время не работать постоянно, потому что я раньше жонглировала абсолютно всем, я бралась за все и не боялась. Я сейчас смотрю, думаю, ну как так складывалось, столько проектов. И это ведь тоже несется из детства, потому что ходила на кружки, большое количество кружков, мама научила тайм-менеджменту, и для меня было всегда непонятно, когда человек говорит, да у меня нет времени. Я думаю, так, в сутках 24 часа. Как это нет времени? Это в первую очередь про вопросы к самой себе, когда я говорю, ой, ну а вот это же про лень, это же не про отсутствие времени. И я точно сейчас понимаю, что я хочу обучаться. Вот lifelong learning, эта тема мне очень близка, и я продолжаю учиться, продолжаю находить себя. Я же хотела быть библиотекарем. Очень сильно хотела быть библиотекарем, и все равно я связала свою жизнь с информацией. И даже до сих пор дома я нахожу старые книги, а там внутри вот этот вот от формуляра читателя я создавала, мне так хотелось. Да, у меня было там много разных конкурсов, суперчитателей, но вот библиотекарем. Я помню своих библиотекарей, сейчас вот как для меня они одни из лучших людей в этом мире, правда. Но это еще заслуга мамы, потому что она в 5-летнем возрасте меня впервые повела в библиотеку, и потом я оттуда не выходила. Книги, я считаю, что нужно прочитать, наверное, сотни книг, чтобы это хоть как-то повлияло на тебя. Ну, моя жизнь точно полна потрясающими людьми. Вот каждый человек, я потом оглядываюсь, разворачиваю и думаю, а для чего же он мне нужен был? Или для чего он нужен сейчас? И понимаю, что это столько уроков, это столько ценностей привитых, которые в дальнейшем, вот, как шкатулку открываешь, достаешь и думаешь, спасибо. И вот к людям, кроме как благодарности, ничего не остается со временем. Да, бывают разные периоды, и разные люди в нашей жизни встречаются, но, наверное, самое лучшее, когда все остывает, проходит, и ты чувствуешь только благодарность к этому человеку. Думаешь, как хорошо, что это было. Тема о наши гости. Да. Сейчас. Да, хош келдің жаным. Как дела? Я тоже очень рада. Уже 4 года. Я просто, если даже посмотреть... Вот. Я Елизаре говорю, на 9:30. Она говорит, так рано. Нет, ну я-то встаю, просто, знаешь, доехать нужно, добраться. Типа, я пропустила 3 трамвая, получается, потому что у нас же сейчас не пускают, типа, они стали следить. Да ты что? Чтобы не было стоячих. Тебе привычной студии. Да, точно. Алейкум салям, присаживайся. Добрий день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметли достлар. Проект «Мусафир вакты. Время гостей о жизни современных крымских татар». У меня в гостях человек с 3 высшими образованиями, с 2-3 образованиями, Эльзара Галимова. Сегодня в программе мы будем говорить о концепции lifelong learning. Почему учиться никогда не поздно и как важно себя переизобретать. Добро пожаловать, Эльзара Хошкельдан. Чохсала, селям алейкум. Я бы еще добавила, делать так,
понимаю, что никто вас не осудит. Делайте то, задумываясь, а если вас никто не осудит, что бы вы сделали? Благодарю за то, что ты сегодня была. До встречи на радио Крым Реалии. Корушкенджи. Ура! Класс! Круто, очень круто. О, Далай-лама! На минималках. Я писала стихи, я не знаю, где они, я, по всей видимости, сжигала или разрывала потом, но есть одно стихотворение, которое напечатали в газете, оно было о любви. Я пытаюсь в памяти восстановить, кто же это был. Я очень влюбчивая. Это, мне кажется, что это такое возвышенное состояние, но ты его не придумаешь просто так. Это влияет на все процессы жизнедеятельности. А сейчас влюблена? Сейчас? Но мне пришло Ошо в голову, и что у женщины должен случиться роман с самим собой сначала, для того, чтобы кто-то вошел в ее жизнь. Нет, влюблена в жизнь. В жизнь, а в мужчину нет. И не знаю, хочу ли я пока или нет. Британия чая. Такое бывает только у крымских татар. Так. Кстати, круассаны уже можно класть. А вообще у нас в семье мама потрясающе готовит. Очень, очень вкусно. А я всегда считала, что это мне передастся обязательно генетически. Каким-то таким образом оно произойдет. Мне мама всегда говорила: Халисея, очень важно знать теорию. У нас мама очень последовательная. Она всегда говорила, что огренгенун озне, что бы ты ни умела, вот она всегда считала, что нужно на себя накладывать очень многое в плане того, что нужно многое уметь, неважно, будешь ты этим пользоваться или нет. Вот дома 1, 2, 3, 4, 5, 10 у родителей. Ведь когда ты едешь в Крым, это всегда плюс КГ, без этого никуда. И мне всегда и мама, и папа говорят: вот туда поедешь к себе, вот там и не будешь есть, а здесь ты должна есть. Так. Ой, сырнички уже готовы. Кстати, моя любимая еда, знаете, подгорели немного, ну ничего. Ты знаешь, у меня бабушки не стало очень рано. На самом деле, мамина мама, она ослепла. Вот она женщина с фарфоровой кожей. Вот она такая беленькая. А я очень смуглая была в детстве, гораздо смуглее, чем я сейчас. Я такая, вот такая чумазая, к ней подбегала. И она как бы на ощупь понимала, что это я. Хотя очень много внуков. Она на ощупь понимала, что это я. И говорила: «Вай, балам сенсен». И я в детстве вообще не говорила на крымско-татарском языке, и Беташка так переживала по этому поводу и говорила: «Балам, нечен сен лафет месен, почему ты не говоришь?» А я говорила: «Нечен лафет мем болем». Она говорит: «Не болесен сен». А я ей отвечала: «Учку муж вихармазы». И вот мы до сих пор все, на самом деле, родственники смеялись, когда я уже начала работать на телевидении, вот что с «Учкумуш и Хармазе» выросло совсем другое, что вот все-таки мотивация в жизни человека имеет колоссальное значение. У меня была мотивация начать работать. То есть работать на телевидении, и вот «Учкумуш и Хармазе» видоизменились до совсем другого формата.
Я выросла в семье с устойчивыми семейными ценностями. И мне бы очень хотелось встретить человека в жизни, с кем эти ценности совпадут. Потому что это имеет огромное значение на построение семьи в дальнейшем. Элементарные вещи, то, что я видела в детстве, для меня нормально, для кого-то может быть ненормально. Это же все тоже вся история про ценности. Нужно говорить, и вот чему меня и научили первое в семье, это разговаривать. Я всегда понимала, что что бы в жизни ни произошло, что бы я ни натворила, я могу прийти к своим родителям. И этому научил меня отец. Чтобы я не побоялась к нему прийти, а чтобы я пришла и поделилась этим с ним. А не думала и не ходила вокруг да около. Ох, как же решить этот вопрос? Итак, это ведь о доверии. Я вспоминаю очень классные моменты из детства, когда Анашка, Бабашка и Гафар, мы поехали на ЖД вокзал, на книжный рынок. Помнишь, был рынок Артек? Мы поехали туда в субботу-воскресенье, там была куча книг, а у меня всегда было много книг. И мы купили мне 4 книжки, красивенные, там были сказки, я прям помню все эти книги. И потом пошли в Макдональдс и купили мороженое «Рожок» по 99 копеек. Это лучшее мое воспоминание с детства, потому что мы были все вместе. Интересно, я не знаю, я всегда думаю, вот что же они вообще такого в жизни изучали, что они такие, что они смогли воспитать и дать нам все то, что мы имеем, и при этом дать такую свободу. Но я пока не представляю своей жизни за пределами Киева. У меня была возможность уехать и обучаться. Я думала об обучении за границей буквально в прошлом году. Но поняла, что я хочу жить здесь. Я слишком сильно люблю этот город. И мне здесь так хорошо. Хорошо во всех смыслах. Мне кажется, куда бы я ни уезжала, я всегда буду вспоминать очень тепло Киев. Тепло за все возможности, которые у меня были и есть в этом городе. За свою реализацию и за масштабы, которые здесь есть. За возможность быть тем, кем ты хочешь. Потому что здесь я могу делать и быть, и выполнять все то, чего я не могу сделать там. И это говорит не о каких-то рамках или закрытости. В семье я как и была свободной, так и остаюсь. В силу обстоятельств есть много позиционных вещей, которые я там сделать не могу, а здесь могу. Я всегда хотела уехать, и, видишь, я почему-то видела свой успех за пределами Крыма. Мне казалось на то время, что для того, чтобы достичь чего-то высшего, нужно уехать. Ведь нужно быть не там, где ты родился, а там, для чего ты родился. По своей миссии, по своей цели. Можно ли быть успешным в Крыму? Безусловно. Уверена на 1000%, что можно. Это про выбор человека. Ведь, может, через год я решу вернуться. Вернуться навсегда. Пока я себе это плохо представляю. Но точно в лет 40 я хочу жить в Крыму. С видом на море, в Гурзуфе. Но при этом вернуться туда с определенным бэкграундом и сделать намного больше, чем я могла в то время, когда уезжала. Не просто так вернуться и жить, а делать. Ведь люди, которые остаются сегодня там, я считаю их намного сильнее людей, которые покинули это место. Которые в силу обстоятельств могут делать еще больше. Вот, мы немножечко приоткроем, потому что они должны постоять. Ой, какие красивые, смотрите. Я нашла в Фейсбуке рекламу. Полететь на фитнес-тур. Фитнес-туру на Шри-Ланке. Я примерно понимала только, где находится Шри-Ланка на карте.
Ой, у меня сейчас дежавю, представляете? Серьезно, какое-то дежавю. И я понимала, что так, можно полететь на Шри-Ланку. Вот ведь бывает период такой очень странный в жизни. Вот у меня был супер-мега странный период, когда я не понимала, что происходит. Я думаю, полечу на Шри-Ланку. Я полетела на фитнес-тур, и мы жили в Берувелле, так назывался район, и поехали на экскурсию на чайную плантацию. По возвращению был просто сильнейший ураган. Я уснула, я вообще в дороге очень быстро засыпаю. Я открываю глаза и понимаю, что вот мы не едем, мы просто стоим. И там стеной все стоит, и говорит водитель: вы знаете, мы не доедем. И тут в момент вот все переворачивается, я думаю, как это не доедем? Ну, первое, о чем я думаю, это родители Крым. Как это? Потом думала, как родители, как они, как я здесь умру вообще. Я не представляла свою смерть на Шри-Ланке, еще в каком государстве, совсем не государстве далеком от ислама, где Будды всюду. Я такая думаю, что же? Я начала читать дуа. И поняла, ну, как бы все прошло в тот момент. Я помню, я зашла в номер, мы очень долго не могли сдвинуться с места. На утро я просыпаюсь, просто всюду пальмы вот так попадали. Вот в тот момент я начала ценить Во-первых, Шри-Ланка — место, где ты точно начнешь ценить каждую крошку хлеба и глоток выпитой воды, потому что там очень все бедно, до ужаса. Тогда я поняла, что все, что дает Всевышний, как бы я это понимала в теории, но на практике мне нужно было поехать, попасть под этот цунами и начать больше ценить. И вот тогда я точно поняла важность своей семьи. Красивенькие, пусть немножечко полежат. Ты знаешь, всех вот мужчин, парней, которых я знаю, они все потрясающе готовят. Правда, они все хорошо готовят. Я к этому очень легко отношусь. Вообще считаю, что человек... О, какой черненький! Что человек должен делать то, что приносит ему удовольствие. Если человеку классно готовить, пусть готовит. Я вообще считаю, что быт, где два человека живут, сосуществуют, это точно должно быть поделено. И нет ничего в этом такого, чтобы помочь. Каждый человек работает, есть обязанности, которые можно разделять по дому. Это же про разговор между двумя людьми. Очень важно не только помогать, а проявлять инициативу. Как правило, парни, которые сепарировались и живут от родителей, живут не с родителями достаточно давно, то есть им об этом и говорить не надо, они всегда сами проявляют инициативу. А вот в большинстве случаев, опять-таки я говорю, среднестатистическое, те, кто живут всегда, они даже и не подумают, они даже не знают, как платить за коммуналку. Печально, правда? Мне тоже кажется, что очень печально. Вот эти все трапезы в моей жизни от моей мамы. Класс. А цветочки, ну пусть будут здесь. Так, я предлагаю приходить за стол. Утром кто кого опередит, называется, кто кому напишет «Доброе утро». Обычно Анашка пишет «Хайрлы сабалар халисекам» и там чашечка кофе ее, потому что она пьет один раз в день в кофе. И вот в 7:30 это просто маст с утра. Я так думаю, так, а я-то тоже пораньше встаю. Я пишу «Хайрлы сабалар азизекам». Я, кстати, маму не называю она, я ее называю по имени. Вот мы так привыкли с детства. Она говорит, я Азизека. Вот я могу сказать она очень редко, когда там на что-то злюсь или... Ну, совсем редко. Но вот я не... Мама — это Азизека. Ей как-то, ты знаешь... Нет, вот это с детства так было. И поэтому, как люди, которые впервые там видят меня в моем возрасте, говорят, это так мама будет на крымско-татарском? Говорю, нет, это мою маму так зовут.
очень нравится время, в которое я живу. Я бы не хотела жить в какое-то другое время, до или после. Мне нравится быть свободной в мыслях и в действиях в этом мире. Каждый день просыпаясь, делать выбор, основанный на моем решении. То, что касается народа, я бы действительно искренне хотела и хочу, чтобы фраза «Берликтеф увет» обрела новый смысл, большую силу, и чтобы эта концепция, с которой народ шел сегодня,